Всем добрый вечер, друзья. Я Макс Асабин. В течение 7 лет я занимаюсь графическим дизайном разных направлений на коммерческой основе, и последние 2,5 года уделяю много внимания художественной обработке фото. Все это время ко мне часто поступали просьбы делать свои видеоуроки, и кажется, я готов к этому. В своем первом уроке я решил подробно разобрать создание одной из самых интересных моих работ, но я должен сразу предупредить, что без косяков, увы, тут не обошлось. Процесс создания работы, который вы будете наблюдать, записывался аж полгода назад, исключительно для спид-арта. Тогда я и подумать не мог, что рано или поздно я буду делать из него видеоурок. Отсюда и вылезло много нюансов, несвойственных классическим видеоурокам, но я постараюсь восполнить все это достаточно подробным описанием своих действий. В общем-то, это мой первый опыт в этом деле, и я сам понимаю, что он вышел далеко не идеальным, но он нужен мне, чтобы узнать, как вообще люди принимают такие видео, в каком направлении мне двигаться и каких ошибок избегать в дальнейшем. В общем, я рассчитываю на ваше понимание и желаю вам приятного просмотра. Итак, начнем. Вот наш исходник. В первую очередь я делаю обтравку. Замечу, что чаще всего я стираю фон вручную, но здесь он однородный, так что я использую инструмент волшебная палочка Magic Wand. Удобнее использовать быстрое выделение Quick Selection, но я взял то, что первым попалось под руку, тем более, что я все равно буду дорабатывать все вручную. Зажатым альтом я кликаю на иконку маски в панели слоев и тем самым прячу выделенный фон, а слой ниже заливаю темно-серым цветом. Теперь нужно немного обработать края, и хорошенько приблизив, я выбираю инструмент палец, Smudge, и мягкой кистью аккуратно прохожусь им по всему периметру, избавляясь от пиксельных остатков фона. Пока я это делаю, обмолвлюсь по поводу того, почему я выбрал именно такой цвет, а выбрал я его в соответствии с примерной яркостью и тоном, в который я планирую позже собирать фон и саму работу. А пока фона нет, этот примерный цвет поможет нам не допускать косяки и неаккуратности на краях, да и в целом всегда стоит заранее продумывать общее настроение и тон работы. Вернемся в родные края, к нашим краям. Эти уголки подмазать пальцем не получится, поэтому я достаю кисть и подтираю их на маске. Дальше весь процесс очищения краев проходит по этому же принципу. На прямых пространствах мажем пальцем, а уголки подтираем кистью. Волосы пока что уничтожаем смело, стирая все мелкие волоски, которые уже не спасти. Потом мы их все равно дорисуем вручную. Там, где у нас есть прямые линии, используем прямоугольное лассо, Polygonal Lasso. А там, где волшебная палочка откусила нашей модели кусок руки, мы восстанавливаем кистью на маске. Итак, кадрирую документ в мой любимый 16:9. Я расположил модель по центру, и с краю остался пробел. Чтобы ничего не дорисовывать, я просто вытягиваю кусок посоха с помощью свободного трансформирования Free Transform. Затем немного поправляем маску. Аналогично поступим и с другой стороной посоха. Мы убрали фон, но осталось кое-что на субатомном уровне. Автоматические способы обтравки работают не идеально, поэтому мы проверим, что осталось незамеченным. Я делаю эдакий индикатор, добавляя на слой яркую обводку. Надеюсь, вам не нужно говорить о том, как это делается, но все же двойной клик по слою, и там вкладка Stroke, обводка. Теперь просто сотрем их с нашей маски и удалим обводку. Итак, закончили с рутиной. Что дальше? У нас тут есть ненужные края у герба на груди. Сейчас я буду их закрашивать, но чтобы не делать это тупо сплошным цветом, я подбираю текстурку, которую предварительно наложу поверх слоя, на котором буду рисовать. Текстурка у меня неравномерно освещена, и чтобы это не портило оригинальный объем доспеха, кривыми я примерно равняю свет и яркость на ней. А затем с помощью Levels, уровней, притягиваю среднее значение к центру показателей на гистограмме. Это позволит нам максимально приблизить ее к нейтрально-серому цвету и с помощью нужного режима наложения оставить только сами царапины. С зажатым альтом я кликаю между слоем с текстурой и пустым слоем, а затем ставлю текстуру в режим мягкий свет, Soft Light, но на самом деле лучше использовать перекрытие, Overlay. Дальше придется рисовать. К этому нужно привыкнуть. В хорошей художественной обработке нужно очень много и старательно рисовать. Я выбираю инструмент Brush, кисть. Примерные настройки вы можете увидеть на скриншоте, но в целом это все дело вкуса и удобства. Нужные цвета подбираем пипеткой. Чтобы быстро вызывать его во время рисования, просто зажимаете и держите Alt. После того, как я спрятал края прикрепленного герба, я решил сделать этот кусок доспеха погрубее. Здесь ничего сложного нет, я просто беру текстуру металла и с помощью Free Transform, в режиме, который показан на скриншоте, делаю текстуру немного выпуклой. На этот раз я использую режим умножения, Multiply. В данном режиме нейтральным цветом является белый, поэтому я хорошенько высветляю текстуру кривыми, а затем просто убираю лишние края с помощью маски. Можно заметить, что я продублировал слой с текстурой, но в режиме Overlay. Я просто экспериментировал, и это делать совсем не обязательно, а вот убрать текстуру с ремешков стоит.
На видео, увы, сложно заметить, как я сортирую слои в своих работах, а это достаточно важно, поэтому я составил небольшую схемку для вас. Обтравочную маску я применяю не к слою с фото, а к папке слоев, на дне которой находится наш исходник. В этой папке поверх фотографии должно находиться все, что касается модели: ретушь, дорисовки светотени, слои цветокоррекции и так далее. Теперь вернемся к работе. Я добавляю текстурку на другие металлические элементы доспеха. Все опять по той же схеме, немного трансформирую по нужной перспективе, немного корректирую контраст с помощью кривых и уровней, немного убираю лишнее маской. У нас тут есть лишний оранжевый засвет на посохе. Я создаю слой в режиме Color, цветность, и закрашиваю его серым цветом. Вот тут я решил немного выделить герб на доспехе. Для этого я создаю слой с кривыми, где настраиваю их так, чтобы орел потемнел, но стараясь не сильно затронуть основной цвет металла. Теперь я полностью прячу слой с кривыми, заливая маску черным цветом и рисую по ней белым так, чтобы восстановить контраст в нужных мне участках с рисунком. Контрастные места приобрели немного синий окрас, поэтому снова используем слой в режиме Color, с помощью которого мы нормализуем оттенок. Пришло время поработать над фоном. Я заранее заготовил весь материал и потихоньку расставляю его. Увы, нет каких-либо лайфхаков на все случаи жизни. Для правильной расстановки нужно иметь хотя бы среднячковые познания композиции, фокусном расстоянии и так далее. Сейчас с помощью масок, Magic Wand и ручной дорисовки я отделяю лишнее от кадра с замком. По бокам я это делаю достаточно небрежно, так как туда я помещу густой лес. Естественно, нужно сверяться и с расположением модели. Слой с фоновым небом я местами подсвечиваю с помощью кривых, а слой с замком еще немного подчищаю, тем самым лучше вписывая его в общую композицию. С этой фотографии я и беру нужный мне лес. Чтобы не заморачиваться с обтравкой, я просто обесцвечиваю и по максимуму высветляю небо, поднимаю красный канал в Channel Mixer, микширование каналов, и вытягиваю все это в кривых. Теперь можно выставить режим Multiply и расположить лес так, как того требует композиция, а с помощью маски убрать все ненужное. Далее затемняем по краям и добавляем средний план в виде камушков. Обтравки с помощью Polygonal Lasso вполне хватит тут, так как далее мы все равно будем размывать фон. В данный момент камень неплохо выбивается из общего окружения, поэтому я пипеткой беру примерный цвет неба с фонового слоя и накладываю на камушек в режиме Color, попутно делая его контрастнее и темнее с помощью кривых. Последняя основная деталь композиции – лес справа. Снова действуем по той же схеме, но так как мы берем его из другого источника, то в Channel Mixer мы поднимаем синий, а не красный канал, так как в этом случае это дает нам большее высветление. Снова выставляем, снова затираем лишнее, готово. Далее на видео снова запечатлены разного рода эксперименты, они не имеют никакого важного значения для нашей работы, поэтому я просто пропущу их. Чтобы лучше передать перспективу фона, я добавляю туман между камнем и задним планом. Его я рисую очень просто, большой мягкой полупрозрачной кистью, светло-серым цветом, примерно таким же, какой витает вокруг замка. Плюс нужно еще совсем немного дымки поверх камня, чтобы его тоже немного отдалить по перспективе. Теперь самое время посмотреть внимательно и обнаружить несколько небольших несостыковок. Во-первых, камень смотрится слишком отстраненно, и я немного увеличиваю его, а затем рисую на нем отцветы справа и тени слева. Во-вторых, девушка у нас слишком наклонена и в целом вышла низковато, поэтому мы поворачиваем девушку, затем выделяем все слои с фоном и немного опускаем их. Я случайно сдвинул слои с цветокоррекцией и туманом, который двигать не нужно было. Исправлено. Наступил момент добавить в нашу работу глубину резкости. Временно выключаю папку с моделью, выбираю верхний слой фона и прожимаю шорткат Ctrl-Shift-Alt-E, чтобы слить весь фон на один новый слой. Размытие я делаю с помощью плагина Alien Skin Bokeh, настраиваю перспективу размытия и выставляю Bokeh Amount на свой вкус. Затем снова выбираю неразмытый фон и повторяю процедуру, но уже с меньшим значением Bokeh Amount. Этот слой мне понадобится для того, чтобы уменьшить силу размытия на камне, так как он находится достаточно близко. Перемещаем менее размытый слой наверх, заливаем его слоем маску черным и восстанавливаем только в области камня. Хоть и Alien Skin хорошо размывает, но сами бокешки выходят у него посредственно, поэтому я рисую их сам. Когда-то давно я сделал себе кисть в форме боке, которую использую чаще всего, но с вами я ей не поделюсь, потому что мое, нельзя. В любом случае, для начала вы можете использовать простую круглую кисть с подобными настройками прозрачности. А сейчас я буду очень много рисовать на модели, и чтобы это все выходило более-менее реалистично, я создаю нейтральный серый цвет, как показано на скриншоте. Добавляю на него шума и немного увеличиваю, чтобы он был больше похож на родной шум фотографии. Сверху я добавляю еще немного другого шума из моих личных заготовок, растрирую и вешаю его поверх пустого слоя, на котором я буду все рисовать. Ставлю на шум режим перекрытия, Overlay, и начинаю зарисовывать ненужные оранжевые рефлексы. Параллельно с дорисовкой я создаю слой с затемняющими кривыми, чтобы добавить объем там, где он нужен.
Какой-то непонятный косячок, не обращайте внимания. Пока я все это делаю, объясню. Модель фотографировалась в достаточно яркой оранжевой комнате, поэтому по краям практически везде имеются засветы. Как говорится, чужих рефлексов нам не надо, мы сделаем свои. А начну я с того, что через слой в режиме Color я перекрашу оставшиеся отцветы и тени в близкий к фону оттенок. Чуть позже именно на этих местах я буду рисовать рефлексы от луны и фона. Фронтальное освещение модели в моей работе подразумевается достаточно мягкое, нам не нужны резкие тени, блики и так далее. Поэтому, возвращаясь на слой, где я рисую с шумком, так сказать, я закрашиваю тени так, чтобы смягчить их. Затем я снова подкрашиваю и затемняю нужные места, и совершенно случайно я осознаю свой косяк. А именно, я с самого начала понимал, что мне нужно выпрямить посох, но почему-то я этого не сделал, и вспомнил об этом аж в середине всего процесса, когда поверх уже были готовы маски, слои с дорисовкой, текстурки и так далее. Не буду вдаваться в то, как я полчаса исправлял этот косяк, я просто хочу посоветовать вам всегда работать с трансформированием и пластикой в самом начале своей работы. Не повторяйте моих ошибок, подумайте о детях. Итак, вернемся к обработке. Тут я решил привести синий цвет ближе к оригинальному цвету доспехов из игры. Сперва я поработал в Selective Color, выборочной коррекции цвета, с синим и голубыми цветами. Затем немного выкрутил показатели Hue Saturation в одноименном инструменте цветокоррекции и маской прорисовал так, чтобы последний действовал только на область с синим цветом. Далее передо мной встала интересная задача. Мне нужно было запрятать блики на перчатках. Для этого я добавляю слой кривых и настраиваю каналы в них так, чтобы они не только затемняли блики, но и возвращали им родной оттенок кожи. Если быть конкретнее, я поднимаю красный и зеленый каналы и опускаю синий. В целом результат пока не идеальный, но меня устраивает, и я в легкую прохожусь по всем бликам. Это помогает не везде, поэтому мы снова возвращаемся к слою с дорисовками и, собственно, дорисовываем, окончательно смягчая блики. Волосы выглядят слишком светлыми, как и вся девушка в целом, поэтому я с помощью кривых и масок мягкой кистью прорисовываю легкие тени. Сперва на волосах, затем на лице, а потом и на всем теле. Совсем темные пятна мне не нужны, поэтому я уменьшаю прозрачность слоя с кривыми и еще немного редактирую их. Вот и пришел, пожалуй, один из самых сложных моментов этой обработки – грамотная дорисовка волос и контурового света на них. Рисовать я буду на новом слое, находящемся поверх папки с моделью. Настройки кисти все те же, что и в начале. Чтобы волосы лежали реалистично, стоит постоянно сверяться с оригинальной фотографией, а в остальном результат зависит только от прямоты ваших рук и опыта. Я снова создаю затемняющий слой кривых, прячу его под черной маской и вырисовываю на волосах тень посильнее, чтобы в правой части был хорошо заметен контуровый свет, который мы далее будем рисовать. Рисуя тень, я стараюсь следовать оригинальному рельефу. На самом деле я мог рисовать ее на другом слое кривых, созданном ранее, но я почему-то так не сделал. Если честно, уже плохо помню почему. Скорее всего, просто. У меня вечный бардак в проектах, вам же советую делать все более упорядоченно. Итак, я решил избавиться и от этого куска волос, поэтому стираю его в маске папки слоев. Продолжаю рисовать, а затем снова затемняю волосы на очередном новом ненужном слое кривых. Каюсь, не повторяйте это дома. Вот я немного подтемнил другие части тела и посох и пошел на последний заход дорисовки волос. Иногда линии волос в некоторых направлениях удобнее рисовать, поворачивая холст под нужным наклоном. Если кто не знает, вертеть холст вы можете после нажатия клавиши R, а восстанавливать исходное положение проще всего клавишей C, Crop. Пока я рисую, мне даже особо и нечего сказать по этому поводу. Могу лишь посоветовать почаще гуглить всякие фото с контуровым светом, всматриваться в фотки и пытаться понимать, каким образом свет подсвечивает волосы. Я считаю, что это бесконечный простор для самообучения, и в этом плане всегда есть куда расти, до тех пор, пока никто из нас не художник-гиперреалист. Ну и, пожалуй, стоит упомянуть, что я в своих работах просто красоты ради всегда гипертрофирую контуровый свет, рефлексы и все такое. В реальном мире в подобных условиях все это светится менее ярко. А вот, собственно, и рефлексы подъехали. Рисую их по всему периметру девушки, мысленно представляя, где и на каких краях в принципе возможно отражение фонового света. Пожалуй, я немного сокращу моменты прорисовки рефлексов, так как даже при 12-кратном ускорении это все длится слишком долго. Ну и в завершении этого этапа я дорисовываю кучу тончайших волосков для придания живости. Теперь мы переходим к ретуши в самом прямом смысле этого слова, а именно к технике Dodge and Burn и к частотному разложению. Не буду вдаваться в подробности этих двух вещей, им нужно посвящать отдельный урок, коих на самом деле и без меня несметное множество. Вкратце, лицо у девушки и так выглядит более чем аккуратно, но нас ретушеров хлебом не корми, дай подodge and burnить. Поэтому с помощью Channel Mix и кривых мы выкручиваем все так дико, чтобы найти хотя бы микроскопические недостатки и заретушировать их.
а с помощью частотного разложения в легкую выравниваю тон кожи и дорисовываю мягкого объема. В рамках этого урока научить этим техникам невозможно, поэтому если вы не знакомы с ними, обязательно поищите подробные видеоуроки по ним. И я немного возвращаюсь к волосам, чтобы в них тоже подсветить объем, и заодно делаю их мягче, прокрашивая их на обычном слое без всяких там режимов наложения. Единственное, что вешаем на него, тот заготовленный в начале слой с шумом, дабы все наше рисование не палилось. Вот тут можно заметить, как я смягчил светотень на лице в целом. Итак, навскидку я закидываю слой Hue Saturation и добавляю насыщенности в картинку. Теперь мы займемся магией. Для этого внимательно запомните порядок моих действий. Я создаю черный слой с наложением экран, Screen, затем поверх него создаю карту градиента, Gradient Map, с необходимыми мне установками, и цепляю его к черному слою как обтравочную маску, Clipping Mask. Теперь между этими двумя я могу создавать неограниченное количество слоев, на которых я и буду творить магию. А творить я ее буду все той же мягкой кистью, настройки которой показывал уже не один раз. Исключительно белым цветом, это важно. Сейчас я экспериментирую с цветом магии, немного меняя ей тон и продолжаю рисовать, играя с размером и мягкостью кисти. Естественно, где магический свет, там и магические рефлексы, и отцветы, и все такое. Тут воображение можно вообще не ограничивать. Я делаю немного темнее посох, чтобы подсветка интереснее смотрелась на нем. А вот тут в дело вступает кисть с новыми настройками, которые вы можете увидеть на скриншоте. Она все такая же мягкая, но теперь плоская и меняет размер в зависимости от силы нажатия пера. Ну а дальше мы не стесняемся и даем свободу эмоциям, прорисовывая магию там, где вашей душе будет угодно. Сказать мне тут опять же нечего, поэтому упомяну, что можно придумывать огромное количество разных вариантов окраски подобного свечения. Обязательно поиграйте с настройками Gradient Map в таких условиях, будете приятно удивлены. Сейчас я добавляю более обширно мягкое свечение от магии, и остался последний штрих – мелкие магические частички, которые я аккуратно понатыкаю вручную. И наконец переходим к общей цветокоррекции. Я добавляю слой кривых и вот так вот настраиваю его. Девушка явно выглядит пересвеченной, поэтому я немного затемняю ее, а заодно и делаю цвет ее лица менее насыщенным. Не настолько. А также я добавляю слой кривых ниже слоев с моделью, дабы отдельно сделать фон поконтрастнее. И еще немного редактирую самый верхний слой цветокоррекции, чтобы сделать картинку помягче. Луну на фоне стоит подсветить, а следовательно и туман сделать чуть светлее. Делаю я это без заморочек, просто белой кистью на слое с обычным режимом наложения. Лицо и волосы я делаю еще темнее, а подсвеченные луной волосы в левой части делаю прозрачнее, тем самым лучше выделяя сам контур головы. А у всего, что находится непосредственно перед луной, я делаю яркий контур. И снова вернемся к цветокоррекции. На новом слое кривых я немного прожимаю вниз середину синего канала, а в слоях ретуши немного прибираюсь, возвращая волосам чуть более светлый вид. Ну и никогда не поздно добавить ворона. Навскидку я вырезаю разные части воронов с разных исходников и объединяю их, сперва подогнав по размерам. Теперь можно заняться и обтравкой. На этот раз я все делаю вручную, хотя тут не должно быть проблем и с автоматической обтравкой с помощью Quick Selection. Но я никуда не тороплюсь. Делаю помягче переход между головой и телом и завершаю этот этап. Сейчас я нахожу самое удобное для ворона место и по кусочкам трансформирую его лапы с помощью Free Transform, так чтобы максимально живо усадить его на посох. Итак, одну лапу поставили, а на второй нам снова необходим более гибкий режим трансформации, который мы использовали ранее. Теперь с помощью маски я прячу хвост ворона за руку девушки и еще немного редактирую лапу с помощью инструмента марионеточной деформации Puppet Warp. Там, где не дожали, всегда можно просто дорисовать нужные элементы, что я и делаю. Немного осветляю ворона кривыми и убираю с него все лишнее, пятна, резкие блики и прочее. Делаю я это на слое с обычным режимом наложения. Под вороном рисую небольшую тень от лапок. Никакого огромного теневого пятна там ни в коем случае не должно быть, так как освещение на модель падает спереди, а не откуда-то сверху. И снова мой любимый контуровый свет. Обрисовываю его по правой стороне, а затем придаю ему более голубоватый оттенок. Еще немного. И еще немного. И все. Надо подсветить глаза ворону, а также добавить ему на пузо свечение от магии. Затем я немного ослабляю его, слегка стирая эластиком. Итак, после этого всего я решил, что магии много не бывает, и смело дорисовал еще больше свечения вокруг посоха. Все по той же схеме. Те же кисти, те же настройки. Я прорисовываю свет на одежде, на лапах ворона, да и вообще практически на всей верхней части тела так или иначе необходимо прорисовывать отцветы от магии, ибо она у нас тут теперь повсюду. Не забываем о лице
и о волосах, ну и конечно же о самом посохе. Он у нас металлический и уж тем более должен хорошенько отражать свет. Спустя полгода после создания этой работы я осознаю, что стоило добавить на все металлические элементы посоха гораздо больше бликов и рефлексов. Снова дорисовываю немного летающих частичек. И наконец заканчиваю с магией, добавляя немного красного свечения из глаз ворона. Ну а почему бы и нет? Тут свечение делаем не усложняя, просто красным цветом в режиме Screen экран. Так как в процессе работы я достаточно сильно затемнил лицо, то сейчас стоит восстановить справедливость и добавить объема, дорисовав аккуратное фронтальное освещение. Делаю я это снова на слое с обычным наложением, просто рисую чисто белым прозрачным цветом. Кто-то поспорит со мной, мол, здесь лучше использовать кривые или режим Soft Light. Возможно, но у меня свои взгляды конкретно на этот случай, и все мои размышления по этому поводу не уместить в рамках данного урока. Возвращаясь к процессу, я снова немного подсвечиваю волосы и прокрашиваю их вот в этом месте, делая их гораздо чище и аккуратнее. Как вы можете понять, под конец работы я просто проверял все, что я мог упустить, и правил все эти моменты. Например, я решил добавить гербу объема. Сейчас постараюсь объяснить, что я для этого сделал. Я слил все на новый слой с помощью того самого шортката. Оставил от этого слоя только кусок с гербом и кривыми законтрастил его так, чтобы сделать практически черным на практически белом. Используя выделение по цветовому диапазону Color Range, я выделил белый цвет, маской спрятал его и потер лишнее. Это сложно объяснить на словах, но суть такова, что я просто убрал фон с герба и наложил на него банальнейшее тиснение. Это показалось мне недостаточным, поэтому я еще и прорисовал объемы вручную. Вот так-то лучше. Воспользовавшись моментом, я заодно прорисовываю объем и всем другим частям костюма. На всякий случай я говорю, что это все тоже делается обычной белой мягкой кистью без каких-либо режимов наложения. Главное аккуратно и грамотно прорисовать и потом подтереть так, чтобы цвет был еле виден, но все-таки виден. Вот мы и вышли на финишную прямую. Здесь опять же сложно выделить какие-либо законы, цветокоррекцию я всегда делаю на свой вкус, так еще и в зависимости от настроения. Поэтому было бы глупо заставлять вас делать что-то в точности с какой-то моей вкусовщиной. Скажу лишь, что основное, что я использую для финальной цветокоррекции, это кривые и Selective Color. В последнем я работаю в основном с синим цветом, убирая из него фиолетовые оттенки, с желтым и красным для изменения тона лица и с серым для корректировки общего тона. А вот сейчас огромной мягкой серой кистью я добавляю засветы на некоторых краях работы, плюс добавляю еле уловимый блик от луны. Ну и по традиции наложение частичек пыли, которые я лично создавал с нуля и которыми я с вами тоже не поделюсь. Так, просто чтобы напомнить, что я жадный. Они у меня на черном фоне, поэтому я использую режим Screen экран. Выставляю большую прозрачность и убираю ненужное. Но под конец я решаюсь еще и подсветить герб на плече, дорисовать немножко рефлексов, и на этом я заканчиваю свою работу. Всем спасибо за внимание, я надеюсь, вам было интересно. Понимаю, что при таком монтаже урока не всем могут быть понятны те или иные мои действия, поэтому в комментариях под видео оставляйте свои вопросы о каких-либо моментах, подписывая тайминг, и я постараюсь ответить всем. Также буду крайне благодарен, если вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы следить за будущими видео по художественной обработке фото и не только. До новых встреч!